Вышло долгожданное обновление Steam клиента, в котором обновлен интерфейс. Теперь Steam смотрится довольно изящно. Сразу стоит отметить более красивый шрифт. На самом деле этого обновления ждали около 10 лет. Версия клиента теперь 2.10. Одно из самых важных нововведений — это перезапуск Steam клиента, если Steam завис. Также там есть и другие несколько функций. Вкладку «Друзья» изменения не коснулись, так как недавно ее обновляли, но настройки функций перенесли в общие настройки. Полностью переработана панель установки игр и нижний бар состояния загрузки игры. Есть небольшая вкладка «Что нового», в которой можно настроить новости и события ваших игр. Перейдем в сообщество во вкладку «Скриншоты». Сама страница осталась без изменений. Как и вкладка с иллюстрациями, все в привычном виде. Также торговая площадка и активность друзей выглядит как и раньше в целом. Стоит отметить, что теперь Steam потребляет около 900 мегабайт оперативной памяти. Пользовательские вкладки «Вид», «Друзья», «Игры» и «Справка» выглядят очень красиво. В магазине предметов за очки Steam тоже без изменений, но появилась недавно покупка видеозаставки, вероятно для обладателей Steam Deck. Перейдем в новостной центр Steam, и немного изменен внешний вид, вероятно не так давно. Компактный режим изменен, как мы видим, и открывается в более широком формате, чем ранее. Здесь мы можем выбрать игру и установить, однако полный список игр не найти, лишь через поиск. Переработанная вкладка «Игровые сервера». Здесь вы можете найти сервер, на котором играли ранее, или просто найти сервер для будущих ваших игр. Также уведомление при поиске обновлений Steam было переработано и теперь отображается снизу и приятно оформлено. Активация ключа продукта игры также немного изменилась. Наконец перейдем к самому главному, к переделанному меню настройки Steam. Его полностью изменили, и теперь здесь еще больше настроек, и все в одном месте. Еще раз посмотрим, вкладка «Друзья» и «Чат» теперь в общих настройках Steam.
Здесь есть группировка друзей по игре, скрывать друзей не в сети из своих категорий, скрывать друзей из категории из списка в сети и не в сети, игнорировать статус «нет на месте» при сортировке друзей, открывать список друзей при запуске Steam, включить анимированные аватары и анимированные рамки аватаров для списка друзей и чата, компактный вид списка друзей и чатов, компактный вид области уведомлений избранных друзей, прикреплять чаты к списку друзей, открывать новые чаты в новом окне, а не в новой вкладке, не встраивать изображения в другие медиафайлы, запоминать открытые чаты, показывать время в 24-часовом формате, отключить проверку орфографии в чате, отключить анимированные эффекты и настройка фильтрации чата. Также можно, как и раньше, настроить семейный просмотр для вашего аккаунта. В настройках уведомлений появилось отключение некритичных уведомлений и не показывать некритичные уведомления во время игры. В интерфейсе можно включить обновление бета-клиенты. И если у вас еще старое оформление Steam, стоит включить бета-обновление клиента. Здесь настраиваем окно при запуске Steam на выбор и другие настройки отображения интерфейса. Появился выбор элементов и настройка панели задач. Здесь много вкладок, можно отключить или включить. В настройках библиотеки ничего нового, на выбор у вас размер интерфейса библиотеки. В настройках загрузки тоже ничего нового из функций, но переместили в это меню настройку кэша шейдеров и фоновую обработку шейдеров Vulkan. Появилась вкладка «Хранилище», которая была в другом контекстном меню, и теперь можно выбрать несколько мест установки игр на выбор. Во вкладке «Облако» стандартная настройка Steam Cloud и управление скриншотами. Во вкладке «В игре», как и ранее, включить или выключить оверлей Steam. Панель инструментов в виде списка. Игровой кинотеатр для обычных игр в режиме виртуальной реальности. Сюда переместили удалить кэш браузера, и вы можете выбрать уведомления при скриншотах, как и ранее. Настройку контроллера дополнили новыми функциями. Неигровые раскладки контроллера открываются в новом окне, как и ранее, но немного в измененном окне. Что интересно, добавили установку драйвера для поддержки расширенных функций Xbox.
А интересно то, что на выбор две кнопки «Позже» и «Позже». В настройках голоса ничего нового, но перенесли в общие настройки. Раньше настройка голоса была в меню настройки чата. Здесь мы можем выбрать некоторые функции, например, эхоподавление, шумоподавление, автоматическая регулировка звука и усиление. Добавили функцию копирования журнала ошибок голосового чата в буфер обмена. В настройках Remote Play появились расширенные настройки, которые раньше были немного запрятаны и визуально не выделялись, и приходилось открывать отдельную вкладку с расширенными настройками. Но в целом все эти функции раньше были, пожалуй, кроме выбора разрешения 8К. Во время трансляции можем выбрать разрешение видео и максимальный битрейт передаваемого видео. Также различные настройки звука, статистику загрузки данных и отображение надписи Live. В настройках музыки все стало интуитивно понятно. На этом обзор клиента Steam подходит к концу. Спасибо за просмотр.